Мир Майнкрафт полон опасностей, приключений, безграничных возможностей. По крайней мере, именно таким я помню мир, откуда я. Я появился в этом мире одним летним днем, где я встретил старика, с которым живу и по сей день. Он объяснил мне, как устроен здешний мир, а самое главное, как устроена PvP-цивилизация. Здесь ты или доблестный воин, защищающий мир от злых монстров, или обычный фермер, живущий в маленькой деревне, выращивая хлеб как для себя, так и для воинов. Впрочем, меня устраивает и такая жизнь. Каждый день я помогаю с работой в поле, иду кормить свинок, а потом иду бессмысленно драться с деревьями. Дедушка говорит, что у меня есть талант не только к сбору урожая, но и к владению мечом. Но мне по душе собирать пшеницу. По его же словам, дедушка в прошлом был очень сильным мечником. Видимо, оттуда и страсть передать мне свои знания. Сам он уже на пенсии и чаще всего просто сидит у озера. Я даже не помню, когда он последний раз выбирался в город. Каждые выходные я сгружаю часть нашего урожая на пристань, где его забирают и продают где-то поближе к городу. Поскольку мир по большей части состоит из пустоты, единственный способ передвижения здесь это летающие корабли или же дирижабли. С его пенсией и нашими продажами денег у нас не сильно много, но в принципе для хорошей жизни хватает. А вот и очередная отправка. У нас очень хорошие отношения со здешним торговцем. Эй, Киро, не заглянуть бы тебе в столицу? Угостим тебя чем-то. Ты же знаешь, мне еще нужно собирать урожай. Вот зануда, вечно торчишь на этом острове. Оззи хороший торговец, но очень часто любит зависать в барах. Отчасти его можно понять, у него есть целая команда, и он частенько бывает в столице. Поскольку дедушка был PvP, остров здесь тоже необычный. Каждый вечер в пещерах этого острова появляются монстры, и соответственно мне приходится с ними сражаться. Как PvP-нуб я хорошо владею только деревянным мечом. Каждый поход в пещеру уникален, ведь пещера имеет свойство менять свою структуру, и сегодняшний день не стал исключением. Но кое-что отличало этот поход от других. В этот раз монстров было до невозможности много, и я было думал, что умру, но оказался здесь. Это странная комната с сундуком внутри. В самом сундуке лежал ранее невиданный мной меч. Он не был похож на меч PvP Pro или даже PvP Мастера. Один раз мне доводилось видеть PvP Мастера, и я хорошо запомнил меч, которым он орудовал. Это был чистый, как серебро, меч, но этот был другим. С моим мастерством этот меч был весьма бесполезен для меня, поэтому я решил расспросить дедушку. Может быть, он что-то знает об этом мече. К моему удивлению, когда я пришел к дедушке, то он сказал, что первый раз слышит об этом мече и ранее такого не видел, но по его глазам я понимал, что он что-то не договаривает или может даже скрывает. Я не знал, что мне делать с этим мечом, орудовать я точно им не смогу, поэтому я решил его спрятать в надежное место. Быть может, когда-нибудь мои навыки позволят мне орудовать этим мечом, но пока я едва справляюсь с деревянным, поэтому я решил, что этому мечу лучше пока побыть здесь. Этим же утром я увидел возле нашей пристани огромнейший дирижабль. Я никогда ранее не видел такого. Остров был полон солдат, как минимум уровня PvP Pro, но один из них выделялся. Это был PvP Мастер. Что он забыл на этом острове? Я решил подслушать его диалог с солдатами. Он велел им прочесать полностью всю пещеру. Неужели они знают что-то об этом мече и, может быть, даже ищут его? Я и подумать не мог то, что он меня заметил. Эй, парень, скажи мне, ты же видел здесь этот меч? Я даже не успел ответить, как он вырубил меня. Честно говоря, я не понимаю суть этой иерархии. Мир, в котором все решает твое умение сражаться. Самое глупое, что сражаются люди чаще всего друг против друга и называют это PvP батлами. Видимо, мне не суждено понять этот мир. К слову о иерархии. Тут достаточно все просто. Даже я разобрался. Если видишь кого-то с деревянным мечом, как я, то это скорее всего PvP нуб. Если с каменным, то это PvP Pro. Железный меч означает, что перед тобой PvP Мастер. Золотой означает, что перед тобой PvP Легенда. Ну а с алмазными мечами ходят PvP Властелины. Также есть
По правде говоря, я много о чем вам не рассказывал. По большей части, интересно здесь столица. Там творится много разного, но до столицы нам далеко. Дело в том, что с таким заработком, как выращивание пшеницы, далеко не уедешь. Но все равно я продолжаю помогать этому дедушке, ведь в свою очередь он меня приютил, и я не хочу оставаться в долгу. Он уже на пенсии, и если бы я не появился в этом мире, скорее всего, этот дедушка уже умер бы. Тяжело это признавать, ведь я появился в этом мире случайно, но при этом всем я очень сильно помогаю ему. Я выращиваю пшеницу, кормлю животных, торгуюсь. В свою очередь, дедушка очень часто делится со мной советами для выращивания культуры, но чаще всего он разговаривает только о своих боевых искусствах. Если вы хотите узнать, чем же я заинтересовал этого дедушку и почему он так и норовит передать мне свои знания, оказывается, в этом мире не каждый может голыми руками сломать дерево, а потом переработать его в доски, даже не напрягаясь. Мне, конечно, нравится то, что он старается передать мне свое мастерство. Правде говоря, я не думаю то, что я достигну таких высот, как он. Мне не нравится сама эта система, ведь выращивая пшеницу, я знаю то, что я помог каким-то людям. Они сделают из этой пшеницы муку, те в свою очередь сделают хлеб, а это означает то, что некоторые люди смогут прожить хотя бы на пару дней подольше. Это мотивирует меня просыпаться каждое утро, нежели просто махать мечом, получать какую-то власть, славу. Я не горю желанием делать то, что не принесет в свою очередь какой-то пользы. Мне не ясен феномен этого мира, почему большая часть суши находится на летающих островах. Кому я вообще это все рассказываю? Ладно, помимо работы в поле, мне нужно еще выполнять всякие поручения по типу срубить 15 бревен, 30 ломтиков железа добыть. И этим всем нужно заниматься буквально каждый день. Поэтому я нахожусь у этого деда скорее на рабских условиях, нежели на взаимной помощи. Вон он, посмотрите, сидит, а я тут должен рубить деревья. Для меня срубить парочку деревьев не сильно большой труд. Ну а для него это какая-никакая помощь. Так, у нас задание срубить 15 бревен. У нас уже есть 10, поэтому в принципе мы с этим даже закончили. Самым сложным, наверное, будет пойти и найти 30 ломтиков железа. Благо в этих шахтах очень много разной руды, поэтому в принципе даже не нужно стараться, чтобы это все сделать. Хоть я и живу вместе с этим дедом, и меня все устраивает, но все же когда-нибудь хотелось бы все-таки свой остров и сделать там огромное поле. Я бы поклонялся богу пшеницы, выращивал бы ее просто тоннами, а люди бы были бы мне благодарны. Ходя по вот этим пещерам днем, так и не скажешь, что ночью они будут полностью кишать монстрами. Этим и прекрасны эти пещеры, ведь днем ты можешь ходить, добывать здесь уголь для того, чтобы потом разжечь печь, собирать железо на продажу, а вечером тебя просто попытаются здесь убить толпы монстров. Казалось бы, в прошлый раз я уже сюда приходил, но пещера выглядит совсем иначе. Этим она уникальна, и именно поэтому дедушка выбрал этот остров. Просто представьте, в его молодости, насколько же был полезен этот остров, ведь каждый раз ты приходишь будто в новое подземелье и можешь оттачивать свои навыки. Именно поэтому каждую ночь он меня сюда загоняет палками. Вот он. Смотрите, кристальный краб. По правде говоря, я его вижу второй раз за свою жизнь. И я не знаю, что с ним делать, но вроде бы если его убить, то с него выпадают некие ресурсы. Ладно. Он убежал. Видимо, кристального краба нам не видать. Тут, конечно, много всяких ресурсов, но я их чисто физически добыть не могу. Ведь, как и во владении мечом, владение киркой и топором здесь тоже нужно учитывать. Да, тут нет никаких рангов, но все же, если ты плохо орудуешь с киркой, ты вряд ли сможешь чего-то достичь. Дедушка был очень удивлен, когда увидел то, что я могу спокойно владеть железной киркой. Вроде бы мы выполнили все требования. 15 бревна, 30 ломтиков железа, поэтому можно спокойно идти наверх и отдавать все это деду. Так, в принципе, мы уже доставили это все. А вы чего вышли на улицу? Так, ладно, мне же лучше. Так, вот, забирайте железо, забирайте бревна. Спасибо, что помогаешь мне. Я посмотрел свои сбережения и думаю, ты сможешь отправиться в следующий раз в город. Чего в город? Ну, блин, я даже не знаю. Прости, моих денег не хватит, чтобы отправить тебя в столицу, поэтому пока только так. Да,
Если честно, я и не думал то, что мое прибытие в город будет таким быстрым. Ну, это, конечно, не столица, верно? Нужно пробовать свои начинания, если я хочу получить свой остров и выращивать тонны пшеницы.